От Баха до AC/DC он виртуозно синтезирует классическую музыку с современной. Я играл Of My Life, вероятно, сотни раз, но всегда начинал с нуля, покупал новую партитуру и не знал, чем все это закончится. Самый быстрый скрипач в мире. Его карьера началась в 7 лет. В 18 я сбежал из дома и поступил в Джульярдскую школу в Нью-Йорке. Уже тогда я четко понимал, чего хочу достичь в жизни. Главная роль в фильме «Паганини» и десятки тысяч поклонников по всему миру. Как за образом другого человека не потерять себя? Многие актеры могли бы в 100 раз лучше отработать разговорные сцены, но никто из них не сыграл бы лучше меня на скрипке. Актуальное интервью с Дэвидом Гарреттом. Смотрите прямо сейчас. Гарретт, рекордсмен книги Гиннесса, самый быстрый скрипач в мире, исполнил полет шмеля за 65 секунд. Синтезирует классическую музыку с джазом, роком, кантри и фольклором. Родился в Германии в 1980 году. Мать – американская прима-балерина, отец – известный германский адвокат. Дэвид впервые взял в руки скрипку в возрасте 4 лет, а в 7 учился музыке в консерватории. В 10 лет уже выступал с Гамбургским филармоническим оркестром. А свою первую скрипку «Страдивари» получил в 11 лет в знак уважения от президента Германии. Стал самым молодым музыкантом, заключившим эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon. И в 13 лет записал 2 собственных диска. В числе его педагогов были Брон, Стерн, Гендель. В 18 уехал из Германии и поступил в Джульярдскую школу в Нью-Йорке, где и стал одним из лучших композиторов. Завершив обучение, поставил перед собой цель – приобщать молодых людей к серьезной классической музыке. Выступал с выдающимися дирижерами и оркестрами Австрии, России, Швейцарии, Италии, Израиля. Играет на скрипке Страдивари 1716 года. В октябре 2013-го в прокат вышел фильм «Паганини. Скрипач дьявола», в котором Гарретт исполнил главную роль, а также выступил в качестве композитора проекта. Программа, с которой вы приехали в Минск, одна из самых значимых для вас. Почему? Well, first of all, it's my first time. Во-первых, я никогда раньше не бывал в Минске и очень рад выступить здесь. Во-вторых, я исполняю собственные композиции из альбома «Explosive», который вышел в прошлом году. Это очень важно для меня, как для артиста и композитора. Как вам кажется, у известных музыкантов есть какой-то долг перед обществом? Я думаю, что всегда есть долг перед обществом, просто потому, что ты человек. Уважительно относиться к другим людям, помогать, когда у тебя есть такая возможность, и быть настолько добрым, насколько можешь. И это не связано с тем, что ты знаменитый артист. Ты несешь ответственность просто как человек. Война на Ближнем Востоке, санкции Европы и России, миграционный кризис в Европе. Как вам кажется, за последние 5 лет, вот по вашим личным ощущениям, мир как-то изменился? I'm in a very fortunate place because I get to see people. Я нахожусь в очень хорошем положении, потому что у меня есть возможность видеть разных людей. Религия, политика — мне это не нужно. Вчера впервые выступали в польском городе Лодзи. Мы путешествуем по всему миру, от Южной Азии до... вот сейчас мы в Восточной Европе на пару недель. Потом мы будем играть в Израиле. Для меня видеть проблемы разных стран очень тяжело. Я общаюсь с красивыми, приятными, честными людьми. Я понимаю, что есть политика, есть определенные проблемы, но как бы мне хотелось всего этого не видеть. Вы, будучи маленьким мальчиком, 12-летним, уже выступали перед президентами. Однозначно вундеркинд. Однако в мире много талантливых музыкантов, но большинство из них никогда не станут знаменитыми. Так что важнее, музыкальный талант или умение делать шоу? Talent, of course. Of course, talent is the most important thing. Талант, конечно, это самое важное. Талант и страсть к тому, что ты делаешь. А слава или деньги представляют не такой интерес. Это, конечно, чудесно, что люди приходят посмотреть шоу, но я не стал бы менее счастливым, если бы ко мне на выступление приходили 20 человек вместо 2000 или 20 тысяч. Здесь для меня нет разницы, потому что я получаю удовольствие от того, что создаю музыку и работаю с теми людьми, которые тоже это любят. Именно это должно приносить настоящее удовольствие артисту, ничто другое. Но, конечно, если тебе сопутствует удача, и ты усердно работаешь, есть шанс получить нечто большее, чем просто удовольствие.
По-моему, у вас есть две очень важные черты. Это обаяние и страсть. Вы как-то увлекаете за собой зрителя. Однако творчество иногда становится обыденным. И вот если говорить откровенно, вам бывает скучно? Well, it's like reading a great book. Вы знаете, это похоже на чтение увлекательной книги. В конце всегда находишь какую-то новую историю. Поэтому музыка никогда не становится скучной, если ты ищешь что-то новое. Это очень-очень интересно. Например, я играл Of My Life, наверное, более 100 раз. И всегда начинал с нуля, даже покупал новую партитуру. Потому что для меня это будто читать историю, которую я не знаю. И даже не хочу знать, что будет в конце. Да, любопытство все еще живо во мне. Вы каждый день репетируете, 300 дней в году, а то и больше гастролируете, а ваши друзья, близкие живут где-то далеко, без вас. Вам действительно нравится такой образ жизни? Это всегда сложно, когда твоей семьи нет рядом. Это нелегко, конечно. Но я живу так очень много лет, и как-то проще, легче не становится. Хотя ты привыкаешь к этому, и это тоже часть моей жизни. Однажды я просто решил так жить и таким образом зарабатывать. Тогда я принял решение, чем именно мне придется жертвовать. Возможно, однажды я скажу себе «нет», что это слишком большие жертвы. И мне хотелось бы, чтобы моя семья, мои друзья были ближе, чаще видеть их, но на данном этапе мне придется справляться с этим, и это нормально. А какую страну вы считаете своей, где вам комфортней? Знаете, для меня не существует стран. Просто есть хорошие люди и не такие. Я окружаю себя прекрасными людьми. Это и есть мой дом. Он может быть где угодно. В 9 лет вы получили свой первый гонорар – 500 немецких марок. Их тогда присвоили ваши родители. А в 18 вы решили сбежать подальше, уехали в Нью-Йорк и жили самостоятельно. Как вы там зарабатывали себе на жизнь, кем вы работали? Я делал все, что угодно, чтобы заработать. Все, что приносило мне деньги. Нужно было как-то оплачивать обучение. Я переехал в Нью-Йорк без разрешения, когда мне было 18 лет. Да, я все равно это сделал. Родители не поддерживали меня и материально. Приходилось самому зарабатывать и за эти деньги учиться. Хотя в те дни я много веселился. Работал в свободное время и в выходные. Помню, как я подрабатывал в магазине одежды, в баре на Юнион-сквер, в кофейне был баристой. Ну и, конечно, я все равно занимался музыкой. Единственной проблемой было то, что по закону я не имел права выступать, и мне приходилось делать что-то другое, чтобы заработать. Но я вовсе не возражал. В моем сознании уже тогда сложилась картина, и я четко понимал, кем хочу стать и чего достичь.
Когда я смотрела фильм Бернарда Роуза «Паганини», мне все время казалось, что вы играете самого себя. Ну, ваши образы очень похожи, и тем более, что потом диск вышел «Гаррет Паганини». А вы не боялись потерять себя настоящего за образом другого человека? Ну, я чувствую себя хорошим актером, раз вы так говорите, потому что это не имеет ничего общего со мной. Это не обо мне. Я рос, как все другие скрипачи, на музыке Паганини, чтобы отработать технику игры на скрипке. Есть много историй о Паганини. Он самый известный скрипач. И когда ты ребенок и пытаешься играть, то смотришь на таких гениев, среди которых Паганини, Хейфетц, Крейслер, Мильштейн. Было много великих скрипачей. Но, конечно, Паганини номер один. И я совершенно не боялся потерять свою индивидуальность. Основная причина, почему я согласился на этот проект, это сделать музыку для фильма и, конечно, сыграть ее, сыграть соответствующе. Можно было взять любого актера, и он в 100 раз лучше сыграл бы в разговорных сценах, но в то же время он будет в 100 раз хуже, чем я играть на скрипке. И я подумал, да, я сделаю это. Сегодня для вас играл великий Паганини. Ну, может быть, хотел сняться еще в каком-нибудь фильме? Я отказывался сниматься, потому что не видел интересных для меня проектов. Я бы хотел снова сделать музыку для фильма, но это очень-очень много работы. Хотя это все равно было бы интересно. Не стану зарекаться, если отличный сценарий и режиссер убежден, что эту роль должен сыграть именно я, то почему бы и нет? Автогонщики, например, одушевляют свои автомобили, с ними разговаривают. А как вы общаетесь со своей скрипкой? Гонщики? Автогонщики. Окей, я никогда не водил быстро. Я люблю быть в безопасности, но у меня очень близкие отношения с музыкой. Не с инструментом, именно с музыкой. Мне нужно постоянно практиковаться, чтобы совершенствовать свою технику. Должно быть взаимодействие с инструментом, но он нужен только для того, чтобы создавать музыку. Я не одушевляю скрипки и не даю им имен. Иначе я бы чувствовал себя очень странно, сумасшедшим. Я все же стараюсь мыслить здраво. А сколько у вас всего скрипок? Всего одна. Всего одна? Да, всего одна. Ладно, на самом деле одна для классики, а вторая для кроссовер-шоу. Я просто пошутил, их две, но я всегда путешествую с одной скрипкой, потому что неудобно ездить с двумя футлярами. У меня есть подарок для вас, Дэвид. Пожалуйста, передай мне этот пакет. Это соломенная скрипка. Пусть она напоминает вам о первом концерте в Минске. И спасибо за интервью. Dankeschön. Спасибо, хорошо. Thank you very, very much. Это так мило, мне очень приятно. Спасибо, спасибо большое. Сейчас Страдивари позавидовал бы мне, потому что я первый, у кого появилась и такая скрипка. Спасибо.